Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня покажу, как просто и легко в домашних условиях приготовить вкусный натуральный домашний сыр. Вкуснее, чем в магазине, и готовится легко и просто из 1 литра молока. Обязательно берите свое любимое молоко, заодно этот способ продемонстрирует нам, натуральное ли молоко вы пьете. Потому что если молоко окажется ненатуральным, то сыр у нас не получится. Я очень люблю это молоко, оно очень дешевое и натуральное. Поэтому готовлю сегодня из него натуральный сыр. Получается очень вкусно, а самое главное бюджетно. В магазине вы больше не будете не покупать никакой сыр, потому что будете брать простое молоко и готовить из него просто неимоверную вкуснятину. Итак, для начала берем кастрюлю, выливаем в нее литр молока. Ставим на медленный огонь. Сразу на литр молока добавляем небольшую щепотку соли. Также щепотку сахара. Тщательно размешиваем, чтобы сахар и соль у нас растворились. Нужно довести молоко до кипения. Теперь, когда молоко закипело, мы постепенно вливаем первую чайную ложку уксуса и помешиваем. Важно уксус вливать прям постепенно, по чуть-чуть. И размешивать молоко. Также все делаем на медленном огне. Так, теперь добавляем вторую чайную ложку уксуса. И постепенно помешиваем. Молоко у нас начинает постепенно сворачиваться. Еще помешиваем минутки 2-3, чтобы полностью весь процесс у нас прошел. На данном этапе вы также сможете понять, натурально ли у вас молоко. Если у вас все происходит так, как у меня, значит молоко вы пьете натуральное. Если бы была бы пальма какая-то, то ничего бы у вас не получилось. Сейчас у нас отделяется наш сыр, основа для сыра, и остается сыворотка. Сейчас все разделим. Вот как видите, прям очень-очень густой сыр у нас появляется. Отделяется от сыворотки. Процесс занял буквально вот 2-3 минутки помешивания. Вкуснее сыра вы не ели, попробуйте, будете всегда готовить. Также потом покажу еще несколько различных рецептов с сыром и как их готовить. Так, ну все у нас свернулось. Надо выключать. Теперь наш сыр нужно пропустить через марлю. Аккуратненько сливаем. Так, сыр у нас отдельно, сыворотка отдельно. Для тех, кто любит. Много чего можно из нее приготовить, либо просто так даже пить. Очень полезный, ценный продукт. Ну а сыр готовим дальше. Так, сейчас все стечет. Теперь нам нужен пучок зелени. 1 к 1, петрушка и укроп. Буквально небольшое количество. Маленький пучочек. Нужно очень мелко нарезать. Отправляем в емкость удобную. В эту же емкость к зелени добавляем наш сырочек. Берем вилочку. И вот такими движениями очень тщательно и быстренько перемешиваем. Получается вот такой замечательный домашний сыр с зеленью. Дети очень обожают его. Неимоверная вкусняшка. И на завтрак, и в школу бутерброд сделать с таким сыром. Просто вкуснотища. Дальше сыр можно переложить в удобную форму. Если нет форм для приготовления сыра, можно переложить обратно в марлечку. Берем марлю таким образом с двух краев и с других двух краев. И начинаем закручивать. Когда закрутили, укладываем в удобную емкость. Таким образом. И ставим любой гнет сверху. Я, например, использую просто бутылку с водой. И оставляю буквально остывать на час-два.
Итак, после того, как наш сырочек остыл, посмотрите, какой он красивый. Форма у него аппетитная очень. Нарезаем его на нужные кусочки и кушаем. Вот такой вот аппетитный сливочный сыр с зеленью. Просто вкуснятина.